Всем привет! Вы на канале Color of Fantasy Art Gallery. С вами я, Диана. Hello everyone, I am Diane, Color of Fantasy Art Gallery. Во-первых, хочу сказать огромнейшее спасибо вам всем за то, что вы меня поддерживаете по поводу того, что я вышла на базар, да, на ярмарку, на базар. Вот сейчас приглашение еще на 14 число, да, мне послезавтра, значит, надо выйти будет. Ну, я не знаю, может быть, на самом деле это правильно, надо выходить, показывать. Ну, я думаю так, что надо, да. Конечно, где-то немножко расстраиваешься, что вот вышла, там ничего не продала, но я не расстроилась, я на самом деле, а наоборот, мне кажется, я даже обрадовалась, и я поняла, что мои картины красивые, что люди интересуются. Ну, понятно, сейчас на самом деле кризис, это у всех кризис, да, картины это не пирожки горячие, как я люблю говорить, значит, за ними очередь все равно не будет стоять, они, это не первая такая необходимость, значит, людям, да, поэтому, ну, ничего, будем надеяться, что все у нас получится и все будет хорошо. Вот. Так что огромное спасибо всем, я люблю вас и благодарю от всего своего сердца. Вот. Теперь дальше. Что я хочу сказать? Значит, я все-таки, поздравьте меня, я все-таки добилась, вот, я сделала, у меня на Инстаграме есть, но те, кто не подписан на меня в Инстаграме, да, вы, наверное, не видите. Вот смотрите, это Шелли Арт. Видите, вот она, подсохшая картина. Она высохла. Смотрите, как классно все получилось. Тут совсем другой рецепт. Не как у Шелли на курсе. Да, если кто хочет курс взять, вы можете взять у нее. И на самом деле я ей благодарна, потому что я мучилась уже сколько месяцев, но я все равно добилась. Я такая была радостная. Это я вчера, по-моему, да, вчера я сделала эту картину. Вот, и вот еще, значит, вот такая же, видите, вот у меня получилось все правильно, ничего не треснуло, и все нормально. Вот, еще сегодня я пробовала сделать. Вот, и на самом деле очень красиво получается, видите, да, если эпоксидкой заливать, они вообще обалденные просто. Видите, какие суперовские картины получаются у нее. Вот, но это ладно, я вот похвалилась, значит, те, кто на Инстаграме, вы видели, а кто не на Инстаграме, вот сейчас я показала. Дальше, смотрите, что сегодня я решила сделать. Значит, у меня уже размешанные краски. Окей, вот все размешано, это для Шелли Арт. Я размешивала тут, значит, да. Сейчас я, наверное, не буду показывать, но я немножко могу показать вам, что я приобрела. Так, сейчас. Смотрите, вот Pouring Medium у меня. Вот такой вот, значит, смотрите, это Pouring Medium, это с чем я размешивала краски, да. Сейчас я вам покажу, может быть, вы все-таки, кто-то из вас, может быть, сделает. Так, сейчас я найду еще одну такую, где она у меня. Я не думала, что покажу, но сейчас я вам покажу все-таки. Так, вот она, да, все, нашла, сори. Смотрите, вот это Pouring Medium мой. Я размешала, вот, Tintable Glass, видите, Tintable Glass. Он такой вот белый, это бесцветный, он просто как молоко, видите? Я это нашла у нас здесь в магазине, значит, покупала очень много, вы знаете, я очень-очень много потратила и купила всякого, пробовала. Но вот на этом я сейчас остановилась, потому что я вчера пробовала именно вот на вот этой вот платиновая серия Tintable Glass называется. Это, как она переводится, Glass? Glass это типа... Я не знаю, как она переводится, надо перевести, в общем. Glaze, ну, она такая, вот есть medium glaze, есть такой вот glaze. Она бесцветная, она как лак, вот можно так сказать, да, как лак. Если ее смешиваешь, то краска начинает блестеть, да, вот такого типа что-то. Вот, я ее смешала, значит, вот такие 3 ложки были, да. Одну ложку я добавила вот такую полиуретан, One Coat Polyurethane Mini Wax. Вот, еще раз я показываю. Я не буду сейчас размешивать, потому что я уже сделала эти краски. Вот, 3 такие, одну такую я сделала. Дальше, что дальше? Дальше.
И я добавила вот такой полуакрилик. Правда, вот здесь семиглосс я добавляла. Уже я уже слила вот сюда в бутылку, потому что мне здесь удобней. Я добавляла мини-вакс, Clear Glass. Это вот семиглосс, а я добавляла Clear Glass. Вот так здесь написано красным цветом. Вот. Она вот здесь у меня в бутылке сейчас. Вот, я размешала все вот эти вот краски, вот этим то, что я вам показала. Окей? Дальше что? То, что мы активируем, вот это, ну вот белое титаниум, значит, да? Белое титаниум у меня, вот видите, чуть-чуть я это вчера сделала. Титаниум белое. Дальше. Мой тинтабл, вот у меня нету флоритрол, я добавляю, опять говорю вам, Tins It называется. Это, вы можете, может быть, у вас по-другому она называется. Посмотрите, это латекс paint thinner. Это, значит, мы, как правильно сказать, thinner, размешивает латексную краску. И еще плюс это кондиционер для латексной краски. Вот что-то такое, может быть, спросите у вас. Есть точно такая. Вот флоритрол это для акриловой краски, да. Есть еще тоже для латексной флоритрол. Флоритрол такая, флут она называется, для латексной. Но я нашла вот эту, вот она как вода, вы видели уже. Вот, 10 раз я уже показываю, значит, это, уже все видели, я все еще показываю. Я размешала вот эту белую, вот с этой вот Амстердам и вот это вот Тинер. Вот, и у меня получилась вот такая. Это ладно, это я вам сейчас не Шелли Арт показываю. Я сейчас просто вам показываю, что я хочу сегодня попробовать. Я сегодня хочу попробовать сделать немножко по-другому. Смотрите, что. Вот у меня есть Woodstein. Woodstein, да. У меня есть акриловая краска. Это, значит, у меня PDO. Так. Это Mars Black. Вот. Mars черная. И вот такой Woodstein. Я размешала. Видите, Woodstein. И сейчас смогу открыть. Я его открою, потому что я только что. Вот она. Она такая, водичка, тоже молочного цвета, видите, вот. Вот как показать, что вот, молочного цвета, видите? Как молоко. Но немножко я вижу сверху, как будто вот она жирная. Это вот здесь написано, смотрите, Tint Formula, значит, Fast Drying, быстро, значит, она высыхает. И это, скорее всего, а это кондиционер для дерева, для деревянных покрытий, по-моему. Сначала делают вот это, вот мажут, да, наверное, скорее всего, а потом уже какую-то краску или еще что-то, потому что здесь так и написано, кондиционер и для тинт, видите, тинт без. Тинт без это значит... Я, ну, не знаю, в общем, с этим английским, я не знаю, tint best, в общем, написано. Я сейчас пока буду здесь 2 часа переводить этот английский, хотя 20 лет я живу в этом Бахрейне, и все равно вот это английский, ну, видимо, раньше я еще как-то общалась, значит, с людьми, сейчас я уже давно ни с кем ничего не общаюсь, и, наверное, я забыла. В общем, вот я развела вот черную краску, видите, какую жидкую, вот она жидкая. Значит, у Шелли Арт белая краска должна быть... я нашла семиглосс, еще поздравьте меня. Я нашла семиглосс, я слила вот сюда в бутылку. Вот у меня белая семиглосс. Здесь уже краска теперь. Я ее слила сюда, потому что неудобно в большой. У меня большая бутылка. Сейчас я вам покажу. Вот, у нас я нашла вот такую, видите? Вот семиглосс. Может быть, у вас она есть тоже. Видите, Easy Clean написано. Это Deluxe, да, по-моему, фирма Deluxe, да, интерьер. Вот Easy Clean Deluxe. Вот это семиглосс краска. Я ее нашла в одном магазине, не знаю, как я ее там, как она мне попалась, в общем, ну, я такая радостная, потому что именно вот эта краска и помогает дать вот такие ячейки, как все-таки сколько бы я ни мучилась, а ячейки все-таки вот не сколько белые, а вот надо именно семигласс, чтобы она не треснула. Дальше. Значит, я разбавила вот эту вот черную вместе с Woodstein. И она у меня получилась жидкая. Видите, жидкая. Вот. У Шелли должна быть, значит, пило, это вот эта белая подушечка, должна быть
густая, правильно? Потому что мы краску не разбавляем, ну, чуть-чуть водичкой можно разбавлять. Просто мы делаем, значит, добавляем краску и делаем вот эти вот цветочки. А я решила сделать, попробовать вот этой черной, вот такой жидкой, да, попробовать сделать то же самое, что у Шелли, но только по-другому. Конечно, эффект будет другой, совсем другой, но я думаю, что будет красиво. И вот мы начинаем. А то я сейчас буду опять столько объяснять вам, и опять будут говорить, что я много болтаю. Дальше. Сейчас я немножко уберу отсюда все. Да, вот смотрите. Я заливаю, ну давайте вот так. Она у меня длинная, это 30 на 70, или что ли у меня холст такой? Не на 70. Нет, 30 на 70, наверное. Вот, я заливаю. Так. Смотрите. Вот так же, как и у нее, но у меня она жидкая. Видели, как она у меня лежит? Вот. Она у меня жидкая. Так, вот я, если не хватит, я потом еще сделаю. Дальше что? Дальше. Так, вот я слила ее сюда, да, теперь я буду добавлять вот эти вот краски, как мы добавляем у Шелли. То же самое. Так, сейчас я посмотрю, какие первые, какие вторые, значит, да, и потом будем уже думать. Вот, у меня есть размешанные уже вот такие вот. Значит, это у меня, значит, металлик белое. Сейчас я буду делать. Вот такими точечками, как и у нее, вот делали. Но немножко может быть по-другому. Мне кажется, мне надо еще черную краску немножко. Я вот просто, видите, наливаю просто. Это не Шелли Арт, поэтому можно как хочу, так и наливаю, в общем. Дальше добавляю сюда синий. Добавляю сюда синего цвета вот такого. Это не металлик, это синий просто. Посмотрим, что получится. Мне кажется, конечно, можно еще сделать черный. Все-таки я переживаю, что он не хватит у меня. Но если не хватит, я еще разбавлю. Ничего страшного. Так, добавили синий цвет у нас. Дальше я добавляю, значит, где-то золотой, может быть, вот золотой цвет. Видите? Вот так, может, где-то золотые, где-то будут это темные такие цвета какие-нибудь. Разные, по-разному сделаю сейчас. Ну вот. Окей, ладно. Дальше, сейчас я добавлю чуть темнее сюда. Вот чуть темнее сделаю. Это у меня, это антик копер, по-моему. Да, антикопер цвет. До этого был золотой. Сейчас вот копер я добавила. Видите, по-разному, в общем. Так. Дальше, что дальше? Дальше я добавляю, значит, сюда вот такой голубой цвет. Это бирюзовый на золотой. Добавлю бирюзовый. Ай, на золотой буду добавлять. Мне кажется, надо все-таки разбавить еще, потому что я переживаю все-таки, что не хватит. Дальше.
А вот сюда уже добавлю, наверное, желтый вот. Так, ну ладно, этого достаточно. Теперь, что я добавлю? Теперь я добавлю вот такой вот, давайте розовый лучше. Сейчас я попробую добавить вот этот сначала. Вот такой цвет. Везде добавлю вот этот цвет. Он светло-фиолетовый такой. Видите, я уже как попало делаю. Мне главное, чтобы чтобы сделать. Так. Вроде везде добавила, да? Теперь, что добавить теперь? Сейчас посмотрим. Угу. Теперь я думаю, что добавлю розовый. Пусть будет розовый. Вот такой вот розовый у меня есть. Вот точечно, да, как у Шелли Арт, но немножко я делаю сейчас по-другому. Так, розовый. Ой, какой еще добавить сюда? Сейчас посмотрим. Розовый. Ну, давайте вот такой вот перламутровый розовый у меня еще есть. Он, правда, не такой сильно прям красивый, но я по чуть-чуть вот так капну. Тоже можно не везде, даже а по чуть-чуть. Вот. Пусть разные будут. Так. И добавим еще, ну я вот просто сейчас так вот добавляю все подряд. Ну попробую сделать что-нибудь. Так, ну вот у меня есть вот такой металлик еще цвет. Давайте попробуем и такой. Зеленый металлик вот такой. Все, наверное, пока хватит. Ну, вот сюда еще можно добавить. Так, ну посмотрим, что получится. Так, и это сюда. Это сюда. И что еще добавить? Что еще добавить? Что еще добавить? Сейчас посмотрим. Может быть, что-то из красного. Может, что-то красное или не надо? Не, не надо. Так, ну ладно, вот мне кажется, достаточно. Даже не нужно ничего больше сюда добавлять. Я так думаю, что это достаточно. Так, сейчас уберу немножко подальше. Да? Да, ну нормально, пока жидкое. Так, теперь вот я добавлю сверху белое. Да, вот этот Амстердам, который у нас. Видите? Она жидкая. Она не такая, как эти краски. Она немножко жидкая. Ну, не немножко даже, а можно сказать нормально жидкая. Видите? А посмотрим, что получится. До этого я пробовала. Ну, получается нормально. Вот сейчас посмотрим, что здесь получится.
Вот эти цвета новые, я не знаю, я не пробовала из этих цветов, а сейчас решила попробовать. Холст кривой, не кривой, а стол кривой. Туда идет что-то. Непонятно почему. Все, вроде бы. Так, и это все. Сейчас что-то, мне кажется, здесь у меня кривовато так. Не очень ровно. Теперь нам нужно это все раздуть. Не знаю, как я буду это все раздувать, но попробую. Вот видите, как я раздула? Просто трубочкой. Так, смотрите, что у меня получилось. Я раздула просто трубочкой. Так, теперь давайте вот так, может, проведу. Просто провожу вот так. Все. А теперь буду сливать. Конечно, я боюсь, что у меня не хватит. Сейчас я чуть-чуть еще добавлю по краям. Вот, особенно вот эту часть надо нам, чтобы она пошла. Так. Попробуем. Я думаю, что должно получиться нормально. Ну, посмотрим. На всякий случай размажу чуть-чуть. Так, ну все. А теперь поехали. Посмотрим, что у нас получится. Я не знаю, вам там видно или нет. Но извините, если вам будет не видно. Так, сначала в одну сторону. Дальше обратно сюда. Ой, какая красота. Главное, чтобы она осталась, эта красота. Да, дорогие мои, красота, конечно, нереальная. Себя не похвалишь, никто тебя не похвалит. Нет, вы меня хвалите, конечно. Так. Сейчас, минуточку. Теперь нам надо вот сюда. Минуточку. И чтобы вам было там видно. Смотрите, какая красотка. И это получается вот жидкое, не как, значит, не как вот это. Получается, низ-то жидкий, черный. Это вот у меня еще мало, жалко, что я мало размешала. Но я сейчас лучше попробую еще чуть-чуть добавить, потому что
Если будет мало, то, дорогие, это такая красота, вы даже не представляете. Теперь я поняла, что это очень даже красиво. Ага. А теперь в эту сторону. Мне не видно, конечно, но вам должно быть видно. Так, сейчас я попробую. Видите, мало черного, но зато очень красиво. Сейчас попробую. Вот так. Не, ну я думаю, достаточно. Нормально. Вау. Вот это я понимаю. Красотень по полной программе. Мне лично нравится. Смотрите, какая красота. Вот. А еще говорят, что нужно, чтобы было густым. Что краска должна быть совсем другой. Вот, я другой краской, совсем другим медиумом, получается. Я получила те же самые, вот, сельцы. Ну вот, правда, у меня, видите, я же говорю, чуть-чуть надо, в следующий раз буду делать чуть больше краски. Хотя и так нормально, видите, вот. Посмотрите, какая красота. Вот, все. Сейчас сюда еще покручу, и все. Вот, если бы 3 сделать такие, было бы вообще обалдеть, конечно. Вы посмотрите, какая красота. Вот, видите, какая красивая картинка получилась. Вот, и это все Вудстейн. Я его обожаю. Я попробовала один раз, и я влюбилась, и не нужен никакой мне флоритрол, и не нужен никакой клей. Это вообще красотень просто. Просто реальная красотень. Вот сейчас здесь можно немножко вот как-то так, может быть, что-то тронуть, но я думаю, что и не стоит. Вот смотрите, как красиво. Можно что-нибудь здесь вот такое провести, что-нибудь? Ну, не хочется, ладно. Нет, я не буду трогать, потому что мне нравится. Ой, я аж обрадовалась. Счастье переполняет, когда получается красиво. Счастье прям переполняет. Мне очень нравится. Вот если бы их было 3, то было бы вообще прямо обалдеть. Вот если сейчас немножко, конечно, я еще покрутила бы, было бы лучше, видите, но... Ну, мне кажется, хватит. Да, все, хватит. Краски достаточно. Все, нормально. Сейчас я вам покажу. Ого, какая прелесть. А я сейчас еще попробую сделать, наверное... А я сейчас попробую сделать горелкой, потому что ведь это же не house paint, да? Я попробую сделать горелкой своей. Посмотрим, выйдут ли... ячеечки или нет. Нет, ячеек нет, конечно. Вот цвета, ну просто. Вот так. Еще один эксперимент у вашей Дианы удался, дорогие мои. Мне нравится. Я не знаю, как вам, но я в восторге от нее. Я тот раз сделала, я говорю, надо попробовать на большом мне. Вот еще надо еще побольше развести. Конечно, конечно, краски уходит черный много, но это нормально. Вот сейчас вот сюда еще чуть-чуть проведу и пускай. Вот, видите, да, какая прелесть. Да, достаточно, и краски достаточно, и все здесь вон. Еще она стекает. Видели? Все. Все, мои дорогие, вот теперь она нормальная.
Вы посмотрите, какая прелесть. Вот здесь, конечно, видите, вот она как-то вот так полосками пошла. Если, может, чуть-чуть еще туда, но мне кажется, так нормально. Не, нормально. Прелесть. Я в восторге, дорогие. Я в восторге. Долго, но я в восторге. Посмотрите, как получилось. Я потом сфотографирую и сделаю уже поближе. Все, вот так вот, мои хорошие. Всем пока-пока. 30 минут. Всем пока-пока. Я знаю, что это долго, но когда 30 минут, уже я вижу 30 минут, мне прямо аж сейчас скажут, опять она 2 часа тут делает что-то. Но мне не хочется делать это быстро-быстро и показывать вам. Вот смотрите, какая красота получилась, реально. Я в восторге от этой работы. Все, теперь всем пока-пока. Пишите свои комментарии. Вот. Делитесь видео, если вам нравится. Видите, какая прелесть. Все. Я рада, я довольна. Пока-пока. Всех люблю вас и обнимаю. И всем хорошего дня. Не знаю, у кого вечера, у кого утро. И всем настроения хорошего на все это время. Ну, чтобы у вас всегда все в доме было хорошо. И дай Бог, чтобы у каждого из нас, главное, чтобы мы были здоровы. А если мы будем здоровы, то все у нас будет нормально. Как вот я сейчас. У меня сейчас все хорошо, и слава Богу, я забыла про все свои болезни и про все на свете. Вот. Всем пока-пока. Все, до свидания. До новых заливок.